Когда говорят о древних цивилизациях, почти все сразу вспоминают Египет. Пирамиды, фараоны, сфинкс, гробницы в пустыне, огромные каменные блоки, которые до сих пор заставляют людей спорить, как все это вообще смогли построить. Но есть одна страна в Африке, о которой говорят намного меньше. И вот что странно. Чем глубже смотришь в ее историю, тем сильнее возникает ощущение, что рядом с ней Египет просто забрал на себя слишком много внимания. В этой стране есть храмы, которые не построили из камня, а буквально вырезали из цельной скалы. Есть обелиски весом в сотни тонн, которые древние мастера пытались поставить вертикально, без современных кранов. Есть монастыри на островах, где, по местным преданиям, когда-то хранилась одна из самых загадочных реликвий библейского мира. Есть замки, которые выглядят так, будто их перенесли из средневековой Европы прямо в сердце Африки. И есть церковь, к которой нельзя просто подойти. Чтобы попасть внутрь, нужно снять обувь и карабкаться по почти отвесной скале, над пропастью, где один неверный шаг может стать последним. И самое странное в этом не то, что туда поднимаются туристы ради красивой фотографии, а то, что для местных священников и паломников это обычная дорога к храму. Это страна Эфиопия, и если вы думаете, что знаете о ней все самое главное, возможно, через несколько минут вы поймете, что почти все интересное как раз осталось за кадром. Потому что Эфиопия — это не просто горы, кофе, бедность из старых новостных сюжетов и экзотика Восточной Африки. Это одна из самых необычных исторических зон на планете. Страна, которую не смогли превратить в обычную колонию на долгие века. Страна с древней христианской традицией. Страна со своим календарем, который живет не совсем в одном ритме с остальным миром. И страна, где легенды о царе Соломоне, царице Савской и ковчеге Завета до сих пор не воспринимаются как музейная сказка. Здесь прошлое не лежит мертвым грузом в архивах. Оно стоит в камне. Звучит в церковном пении, прячется в пещерах и иногда поднимается так высоко в горы, что современный человек смотрит на это и задает один простой вопрос. Зачем вообще строить там, куда страшно даже смотреть? Начать нужно не с самой известной Лалибелы и не с опасной церкви на скале. Начать нужно с места намного более тихого. С поселения Еха на севере Эфиопии, недалеко от границы с Эритреей. На первый взгляд, это не то место, где ожидаешь увидеть следы цивилизации, способной спорить с великими культурами древнего мира. Обычные дома, сухая земля, горный воздух, размеренная жизнь. Но среди этого почти незаметного пейзажа стоят руины, которым около 28 веков. Это остатки храма, связанного с древним царством Дамат. О нем известно удивительно мало. Настолько мало, что сама тишина вокруг этой цивилизации становится частью загадки. Представьте себе, почти 3000 лет назад здесь уже существовала культура, которая умела работать с массивными каменными блоками, строить высокие стены и создавать архитектуру, похожую не на случайную деревенскую постройку, а на продуманное святилище. Стены храма в Ехе сохранились почти до 12 метров в высоту. Камни уложены без раствора, без цемента, без привычной связки, которая удерживает кладку. Просто камень к камню. Настолько плотно, что между блоками почти невозможно увидеть зазор. И тут возникает первое неудобное ощущение. Мы привыкли думать, что древняя Африка за пределами Египта – это что-то менее монументальное, менее изученное, менее развитое. Но Еха ломает эту привычную картинку. Потому что перед нами не миф и не фантазия, перед нами реальные стены, которые простояли почти 3000 лет. Ученые связывают эту культуру с южно-аравийским влиянием, с царством Сабы на территории современного Йемена. Через Красное море сюда приходили люди, товары, идеи, технологии, религиозные образы. Эфиопия не была изолированным краем на краю мира. Она стояла на пересечении путей между Африкой, Аравией, Индией и Средиземноморьем. Но чем больше мы узнаем, тем больше появляется пустот. Где записи? Где подробные хроники? Где объяснение, как была устроена эта цивилизация? Почему от культуры такого масштаба осталось так мало ясных свидетельств? Именно это делает Еху сильным началом истории. Здесь нет привычного голливудского эффекта. Нет гигантской пирамиды, которую видно за километры. Но есть более тонкое чувство. Ты смотришь на каменную стену и понимаешь, что перед тобой глава истории, из которой кто-то вырвал большую часть страниц. А дальше дорога ведет к месту, которое уже невозможно назвать тихим или незаметным. Аксум. Город, который в эфиопской традиции связан с легендой о царице Савской.
город, где по преданию проходила линия правителей, возводивших свой род к царю Соломону. Город, который когда-то был центром мощного царства, торговавшего с дальними землями и оставившего после себя одну из самых впечатляющих каменных загадок Африки. Поле стел Аксума. На первый взгляд это похоже на кладбище гигантов. Высокие гранитные монолиты стоят среди земли, будто остатки какой-то архитектуры, смысл которой мы забыли. Одни стелы сохранились, другие лежат разбитыми, третьи выглядят так, словно древние мастера начали говорить с камнем на языке, который мы больше не понимаем. Самые известные стелы Аксума вырезаны из одного куска гранита. На них высечены ложные двери, окна, многоэтажные фасады, будто это не просто каменные столбы, а символические дома. Но дома без комнат, фасады без внутреннего пространства, архитектура, которая изображает здание, но сама зданием не является. И здесь вопрос даже не только в том, зачем это было нужно. Вопрос в том, как это вообще делали. Одна из сохранившихся стел поднимается более чем на 20 метров и весит около 160 тонн. Но рядом лежит разбитый гигант, который, по оценкам, мог достигать примерно 30 метров и весить около 500 тонн. 500 тонн – не маленький каменный блок, не колонна для дворца, а цельный монолит, который нужно было вырубить, доставить, поднять и удержать в вертикальном положении. Сегодня, когда современные инженеры возвращали одну из вывезенных стел обратно в Эфиопию, потребовались краны, техника, расчеты и специалисты. А древним строителям приходилось работать без всего этого. Без гидравлики, без стальных тросов в современном смысле, без машин, которые мы считаем необходимыми даже для куда более простых задач. Можно сказать, были насыпи, рычаги, деревянные конструкции, тысячи рабочих, и это, скорее всего, часть ответа. Но даже если убрать всякую мистику, все равно остается инженерная проблема. Как контролировать равновесие такого монолита? Как не дать ему расколоться? Как поднимать каменную конструкцию высотой с многоэтажный дом, если ошибка в расчете превращает весь труд в груду обломков? И, возможно, именно так и случилось с самой большой стелой. Она лежит разбитой. Как будто древние мастера дошли до предела своих возможностей и попытались поставить камень, который оказался слишком большим даже для них. Но самое странное не только размер. Аксумцы не были народом без письменности. У них был язык геэс, была письменная традиция, были надписи, монеты, религиозные тексты. Этот язык до сих пор звучит в богослужениях Эфиопской церкви. То есть перед нами не немая культура, которая не умела фиксировать мысли. И все же на самих стелах нет ясного объяснения, зачем они были созданы. Ни одной простой таблички. Это гробница такого-то царя. Это дом души. Это памятник победе. Это священный знак. Будто строители оставили потомкам огромный каменный вопрос, но не оставили к нему ответа. И чем дольше смотришь на Аксум, тем сильнее понимаешь, Эфиопия не просто недооцененная страна. Она еще и очень неудобная для привычной карты древнего мира. Потому что она напоминает, цивилизация развивалась не только там, где нам привычно искать ее следы. Но Эфиопия удивляет не только древностью. Если от Аксума двигаться дальше, мы попадаем в город Гондар. И здесь зритель снова сталкивается с неожиданностью, потому что Гондар выглядит не так, как многие представляют себе историческую Африку. В центре города стоит крепостной комплекс Фасил-Гебби. Каменные стены, башни, замки, арочные проемы, дворцы императоров. Некоторые путешественники описывают это место почти одинаковыми словами, будто средневековую Европу перенесли в Африку. И в этом есть сила визуального контраста. До определенного момента эфиопские правители не всегда имели постоянную столицу в привычном смысле. Двор мог перемещаться, власть могла буквально ехать вместе с императором. Но Гондар стал другой моделью. Здесь начали строить центр, который должен был закрепить власть в камне. На территории комплекса каждый новый правитель оставлял свой след, не обязательно разрушая прежнее, а добавляя новое. Поэтому сегодня это не один дворец, а целый слой эпох. Каменный город внутри города. Здесь чувствуется влияние разных культур, местной эфиопской традиции, португальских контактов, восточных мотивов. И именно смесь делает Гондар таким странным. Он не похож полностью ни на Европу, ни на привычную архитектуру Восточной Африки. Он стоит отдельно, как архитектурный гибрид, который появился в конкретной исторической точке и больше нигде не повторился в таком виде.
Но Гандар важен не только замками. Рядом с ним есть бассейн царя Фасилидоса, связанный с праздником Тимкат, эфиопским празднованием крещения. Раз в год это место наполняется водой и людьми. Тысячи паломников собираются там, где архитектура становится не музейной декорацией, а частью живого ритуала. И вот это в Эфиопии повторяется снова и снова. Почти все, о чем мы говорим, не является просто мертвым наследием. Это не только объект для туристов, которые однажды внесли в список и окружили табличками. Здесь древнее продолжает жить внутри современного. Иногда странно, иногда опасно, иногда почти непонятно для человека со стороны, но живет. И если в этот момент вам кажется, что Эфиопия уже показала достаточно, дальше начинается еще более сильная часть – озеро Тана. Самое большое озеро Эфиопии, исток Голубого Нила. Вода, острова, монастыри, которые веками были отделены от остального мира не стенами, а самой географией. На этих островах с давних времен существовали христианские монастыри. Они стали не просто местами молитвы, а настоящими хранилищами. Здесь берегли рукописи, фрески, литургические предметы, древние книги на языке геес. И изоляция была не случайностью, а защитой. Когда войны и вторжения уничтожали церкви на суше, острова могли выжить. Когда огонь и грабежи проходили по городам, монастырские стены среди воды сохраняли то, что на материке исчезало. Но главная легенда озера Тана связана с Ковчегом Завета. По эфиопскому преданию, святыня, в которой хранились скрижали, какое-то время могла находиться именно в этих местах, прежде чем оказаться в Аксуме. Историки относятся к этому осторожно, прямых доказательств нет, и утверждать такое как факт было бы неправильно. Но сила легенды не только в доказательствах. Она объясняет, почему в эфиопской церкви до сих пор существует особое отношение к таботу, священной копии скрижалей, которая хранится в каждой действующей церкви. Это не просто предмет, это центр храма. Его не показывают всем подряд, его выносят в особые дни, он скрыт от обычного взгляда. И это создает вокруг эфиопского христианства необычную атмосферу. Здесь вера не превращена в открытую витрину для туристов. В ней есть закрытые двери, есть запреты. Есть вещи, которые нельзя увидеть просто потому, что ты купил билет и приехал с камерой. В некоторых монастырях до сих пор действуют строгие правила. Где-то женщинам нельзя входить, где-то часть помещений закрыта, где-то древние предметы показывают только в особых случаях. И для современного зрителя, привыкшего, что весь мир можно открыть через экран телефона, это кажется почти вызовом. Эфиопия как будто говорит, не все древнее обязано быть доступным, не все священное обязано объясняться, не вся история обязана быть удобной. И после озера Тана дорога приводит нас к месту, которое, возможно, является самым узнаваемым символом древней Эфиопии – Лалибела, город, который называют Новый Иерусалимом. И здесь важно понять одну вещь – эти храмы не строили так, как строят обычные здания. Обычное здание возводят снизу вверх, сначала фундамент, потом стены, потом крыша. Камень кладут на камень, конструкцию постепенно поднимают над землей. В Лалибеле все наоборот. Здесь храмы вырубали сверху вниз. Мастера выбирали участок скалы, выкапывали вокруг будущего здания глубокую траншею, оставляли в центре массив камня, а потом начинали отсекать лишнее. Снаружи появлялись стены, окна, двери, колонны. Потом внутри вырубались помещения, проходы, ниши, своды. То есть храм не собирали, его освобождали из горы. Сегодня в Лалибеле находится целый комплекс скальных церквей, связанных между собой переходами и дворами. Но самая знаменитая – церковь Святого Георгия – Бет-Георгис. Сверху она выглядит как идеальный крест, вырезанный в земле. Ты стоишь на краю каменного двора и смотришь вниз, будто не на здание, а на след, оставленный в породе чем-то невероятно точным. По легенде, царь Лалибела построил этот храм после явления святого Георгия, который будто бы напомнил правителю, что среди уже созданных церквей нет храма, посвященного ему. И тогда была вырублена эта крестообразная церковь, одна из самых красивых и странных в мире. Но даже если отбросить легенду, остается масштаб работы. Вырубить один храм из скалы уже невероятно сложно. Вырубить целый комплекс храмов, дворов, туннелей, проходов, колонн и внутренних помещений –
Это труд, требующий не только веры, но и организации. Нужны мастера, нужны расчеты, нужны инструменты, нужны рабочие руки, нужны годы, а возможно и десятилетия. В церковной традиции есть рассказ, что людям помогали ангелы, завершая ночью то, что днем не успевали сделать строители. Историки, конечно, ищут земные объяснения, но сама по себе эта легенда очень показательна. Она возникла не на пустом месте, она появилась потому, что люди смотрели на результат и не могли поверить, что обычного человеческого труда было достаточно. И здесь мы снова видим главный мотив Эфиопии. Не просто красиво, не просто древне, а настолько необычно, что даже рациональное объяснение звучит как подвиг. Но среди храмов Лалибелы есть одно место, которое выглядит особенно странно. Бете-Габриэль-Руфаэль, церковь архангелов Гавриила и Рафаила. Она больше похожа не на храм, а на крепость. Глубокий ров, мост, массивная архитектура, необычная планировка. Некоторые помещения подтапливаются, доступ к нижним уровням затруднен, а исследователи до сих пор обсуждают, могла ли эта постройка изначально иметь не только религиозное назначение. Может быть, это была резиденция, может быть, оборонительное сооружение, может быть, часть комплекса, функция которого менялась со временем. Именно такие детали делают тему сильнее, потому что зрителю не просто показывают красивую церковь, ему дают вопрос, а что это было на самом деле? И вот примерно здесь, если вы досмотрели до этой части, значит, вам действительно интересна история, а не просто красивые картинки. Подпишитесь на канал. Здесь мы разбираем такие места без скучного учебника, но и без дешевой сказки про то, что все непонятное обязательно построили инопланетяне. Если вам нравится, когда древний мир не просто пересказывают, а пытаются понять, поддержите ролик лайком. Это помогает Ютубу показать видео тем, кто тоже любит такие темы. А мы идем дальше, потому что главный финал Эфиопии не внизу, он наверху. В горах Геральта, в регионе Тиграй, есть церковь Абуна Емата Гух, и это, возможно, один из самых опасных действующих храмов на планете. Она находится в скале, высоко над долиной. Чтобы попасть туда, нужно идти пешком, потом подниматься по камню, потом карабкаться по почти вертикальным участкам, держась за выступы. На части маршрута помогают местные проводники, где-то могут использовать простые веревки. Но финальные метры все равно выглядят так, что у неподготовленного человека сжимается все внутри. Там нет удобной лестницы, нет металлического ограждения, нет современной туристической инфраструктуры, которая превращает опасность в безопасный аттракцион. Есть скала, пропасть, камень под босыми ногами и храм наверху. По традиции, церковь связывают с одним из 9 святых, которые пришли в Эфиопию в раннехристианскую эпоху, чтобы укрепить веру в стране после принятия христианства. Почему храм появился именно там, на такой высоте, объясняют по-разному. Одни говорят, чтобы быть ближе к небу, другие считают, чтобы спрятаться от угроз, нападений и хаоса на земле. Но каким бы ни был ответ, факт остается фактом. Люди не просто добрались туда, они создали внутри скалы полноценное священное пространство. И самое удивительное, церковь до сих пор действует. Туда поднимаются священники, паломники, местные жители. В том числе женщины, пожилые люди, иногда матери с детьми. Для туриста это экстремальный подъем, почти испытание на страх высоты. Для них часть религиозной жизни. На пути к храму можно увидеть кости и останки священников, служивших там раньше. Для внешнего человека это может выглядеть пугающе, но в местной традиции это не декорация ужаса. Это присутствие тех, кто посвятил жизнь этому месту. И вот ты поднимаешься наверх, проходишь последние опасные метры, входишь внутрь и вместо грубой пещеры видишь фрески. Яркие, древние, сохранившиеся в сухом горном климате. Лики святых, апостолов, религиозные сцены, цвета, которые пережили века. Внутри хранится старинная рукописная Библия на страницах из обработанной кожи. И это снова не просто музейный объект, это реликвия живой традиции. Труднее всего поверить не в сами фрески, не в возраст, не даже в высоту. Труднее всего понять решение. Кто первым посмотрел на эту скалу и сказал «здесь будет храм»? Не в долине, не на удобной площадке, не там, куда можно подвести камень, дерево и людей, а там, куда каждый подъем сам по себе становится испытанием. И вот это, пожалуй, главный ключ ко всей Эфиопии. Здесь древние люди очень часто строили не там, где удобно,
а там, где место само превращалось в смысл. В Ехе камни пережили почти 3000 лет, но не сохранили ясного рассказа о тех, кто их поставил. В Аксуме монолиты тянутся к небу, но молчат о своем назначении. В Гондоре африканские императоры оставили замки, которые не вписываются в привычные представления о континенте. На озере Тана островные монастыри веками берегли реликвии и легенды, закрытые от лишних глаз. В Лалибеле люди не возводили храмы, а словно вытаскивали их из самой земли. А в горах Геральта священники до сих пор идут к храму Дорогой, которую большинство современных людей назвали бы безумием. И после всего этого странно уже не то, что Эфиопия удивляет, странно другое. Почему мы так мало о ней говорим? Почему древний мир в массовом сознании часто заканчивается Египтом, Грецией, Римом и Месопотамией, хотя рядом существовали цивилизации, которые тоже строили, писали, торговали, воевали, молились, исчезали и оставляли после себя вопросы. Возможно, Эфиопия не пытается конкурировать с Египтом. Ей это не нужно, она удивляет иначе. Не одной гигантской пирамидой, а целым набором мест, где реальность постоянно оказывается страннее ожиданий. Камень без раствора, стелы без объяснений, замки там, где их не ждешь, острова с закрытыми святынями, церкви, вырезанные из горы, храм над пропастью, куда люди продолжают подниматься босиком. И если Египет показывает нам величие древней власти, то Эфиопия показывает кое-что другое – упрямство веры, силу памяти и способность человека строить там, где сама природа будто говорит «не надо». Напишите в комментариях, какое место из этого ролика вас зацепило сильнее всего. Аксумские стелы весом в сотни тонн, Лалибела, где храмы вырезали из скалы сверху вниз, или церковь Абуне Емата Гух, куда нужно подниматься над пропастью, чтобы просто попасть на службу. И честно, рискнули бы вы сами подняться к такому храму? А если хотите продолжения про страны, которые мы привыкли недооценивать, подписывайтесь, потому что древний мир намного шире, чем нам показывали в школьных учебниках.